Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Минулого року, нагадує і Джуді Демсі, ми всі це пам'ятаємо, президент України Володимир Зеленський, як і всі ми після Вільнюського саміту та й до нього були гірко розчаровані. А цьогоріч ми вже можемо сказати, що ми не гірко розчаровані? Чи може ми взагалі знову зачаровані? Ну, здесь абсолютно понятно, что была довольно плотная коммуникация до саммита проведена. Был слив коммюнике итогового, и, в общем-то, все прекрасно понимали, что никто Украину не примет на этом саммите. Мы уже даже обсудили, что в этом коммюнике еще оно не было опубликовано. Вот, поэтому, все логично. Обсуждали путь, а не конечные даты. Стандартные формулировки, что когда Украина выполнит условия, но нет, то есть условия тоже размыты. Необходимые реформы, необходимо будет провести дополнительные реформы. И так, когда закончится война, и тогда все страны проголосуют. Может быть. Може бути, да, Борисе, ну розумієте, ми оце неохильність шляху, міст до НАТО, двері до НАТО, хвіртки до безпеки. Але це все, ось як каже Джуді Демсі, вона говорить фігурально, що ми ахілесова п'ята, да, не тому, що ми погані, чи якось не підходимо НАТО, навпаки, ми би посилили альянс, але якраз тим, що нас туди не беруть, користується Путін не тільки заради агресії проти нас, а й масштабування своїх воїн, про що він сидить, мріє разом з оцими, якими теж дружками Путіна в цій спільній декларації, яку ми вже зараз бачимо, це ще не комюніке, а декларація, висловлюють занепокоєння члени Альянсу, що посилюється ось ця дружба, а головне співпраця КНДР, Ірану, Китайської Народної Республіки, Росії. Тобто вони цим користуються і використовують будь-яку слабкість і нерішучість НАТО на свою користь. І тим паче ми не провокували своїм вступом до НАТО Росію, тому що коли Росія розпочала проти нас війну з початком анексії незаконної Криму, то ні про який вступ до НАТО тоді не йшлося. Тобто, куди ж вона ще її може масштабувати, якби ми отримали конкретне запрошення до членства? Ну да, мы же помним хорошо с вами, что предлогом якобы ущемления русскоязычных послужило, хотя мы понимаем, что Путин испугался тогда, что с приходом прозападной власти, неконтролируемых марионеток, он, возможно, потеряет свою базу в Крыму, базу Черноморского флота. Но по итогу случилось так, что он Черноморский флот теряет вместе с базой. Значит, что важно в итоговой декларации? Во-первых, обозначено то, что вы уже сказали, Ирина, роль Китая. Может быть, но довольно-таки жестко. То есть, и это главное, что вот фокус. Китайский МИД там уже что-то попытался, мы расцениваем это там как провокации. Да давайте рассказывайте. Вот это основание, уже все, в декларации саммита НАТО внесено, что Китай решающей силой, поставщиком товаров двойного назначения, да и не только Китай, Иран, КНДР и так далее. Это очень важный момент. Дальше, специально для Путина, который за нерасширение НАТО, там указано, что НАТО будет продолжать расширяться на Балканах и в Причерноморском регионе. То есть ему показали, что ты там можешь хотеть все что угодно, но по факту можешь Медведеву там нашептывать, что хочешь. А у нас тут другая история. Да, конечно же, нам хотелось бы, чтобы более четкие формулировки были. Понятное дело, что не очень понравилось нам, что главными противниками более таких жестких, четких формулировок были США и Германия. То есть как раз наоборот, страны, которые должны бы, по идее, одна Германия, там, лидер Европейского Союза, США, мировой лидер, страны, которые должны бы как раз-таки наказывать зло, должны в большей степени помогать, они занимают максимально осторожную позицию. А другие, поменьше, и даже не ядерные, и даже соседи Российской Федерации занимают позицию более жесткую. Но, в общем, тут как-то мир немножечко перевернулся. Поменялись ролями. Что еще интересно, 40 миллиардов будет выделено Украине на оружие, на военную помощь.
хорошая идея с бригадами, вот как польский сценарий, скажем так. То есть будут тренировать бригады в Польше. И уже сегодня Сикорский заявил, что по факту уже несколько тысяч заявок есть. То есть просто украинцам гарантируют, что они... Я недавно разговаривал с одним из причастных к этому, с нардепом, Юрием Камельчуком. И он мне идею рассказал, в чем суть, что это вот тренированная такая будет единица, то есть не так, как, например, сейчас там, обучили 1000 человек, 20 туда, 100 туда, учили их там, учили по-другому, ну, в общем, вот это, а это будет единица, которая вот так единица и будет отправлена, ротироваться будет на фронте. То есть идея очень хорошая. И потом у них будет, оказывается, насколько я понял, какая-то гарантия, что после ротации они смогут вернуться в ту страну, где, собственно, они и тренировались, в Польшу, например. Ну, в общем, идея очень неплохая, как один из вариантов. Поэтому что еще из саммита такого можно вынести? Ну, понятно, выступление Джо Байдена, Йенс Столтенберг максимально проукраїнський, як завжди був. А як вам виступ Джо Байдена, до речі, Борисе? Тому що на нього дивилися і з точки зору не лише риторика, і з точки зору фізіологічної поведінки Байдена. І кажуть, що й американські виборці, демократи і спонсори, і частина з яких продовжує наголошувати на тому, що Байден має таки зійти з дистанції. Вони дуже пильно стежили за тим, як він буде, що він буде казати і як до кого адресувати свої меседжі на полях саміту НАТО ювілейного в Вашингтоні. Як ви думаєте, кому сподобалося, кому не дуже? Да, сейчас пристальное внимание. Трамп, кстати, он же тот еще шутник. И он говорит, давайте, значит, доставайте Байдена там из шкафа или откуда там, где он там сидит у вас. И еще одни дебаты. Я готов провести с ним еще одни дебаты. Покажу ему еще разок. Или как-то он выразился, то есть разбудите Байдена, ну что-то такое. Да, но, конечно, тревожный звонок, что если действующий президент к такому важному событию, ключевому фактически, как дебаты, можно было отменить, если ты неважно себя чувствовал. Поэтому, да. И демократы там уже с разных сторон пытаются подойти, но я не знаю, как эта власть так людей обволакивает, что ли, не знаю, порабощать. Никак не хотят люди. Все, ты много сделал для страны, правда. Джо Байден войдет в историю, много для страны сделал. И отдохнуть же тоже нужно. Что же это происходит? Я думаю, что если и на вторых дебатах, хотя я не уверен, что Байден на них согласится, пройдет все так же, и он дальше будет упираться, но это будет уже какой-то кризис тогда, мне кажется. А ви думаєте... ладно, чого ми там про них, да про них? У нас тут своїх проблем хватає. Ні, а чого? Давайте про них і поговоримо, тому що насправді якраз і адміністрація Джо Байдена, саме під його егідою і прізвищем, вона про наші дозволи гатити вглиб Російської Федерації теж більш ніж обережна і не дає цього зробити, на відміну від тої ж Великобританії. Ми от думали минулої години з Денисом Поповичем, військовим оглядачем, а я взагалі собі це питання ставлю без кінця і без краю. А скільки ще має розбомбити Путін охмадитів, щоб такий цей дозвіл від адміністрації Байдена ми отримали? Чи що йому заважає? Загадка вселенной, как говорится. Я вот всегда этот пример привожу. Всемирный торговый центр, 11 сентября. Террористы на самолете средь бела дня врезаются. Потом их террористов называют террористами, ищут по всему миру, находят где угодно, находят в тоннелях, в других странах, уничтожают с беспилотников. Да, в общем, а тут средь бела дня ракета в детскую больницу, где онкобольные дети, да и с разными другими заболеваниями. Это не террорист. То есть тут главное не перепутать. Как отличить террориста от нетеррориста? Хотя бы признайте Россию просто государством-спонсором терроризма. Это тоже будет очень важная
ну, скажем так, санкция. Репутационно это очень серьезный удар будет. Но нет, это нет. И я, кстати, вот, у меня сегодня выйдет на канале, кстати, интересный выпуск про то, как Россия выстроила линию защиты, что, мол, это не мы, ракетой ударили. И что говорит Небензя? Я вам вот один фрагмент просто приведу. Давайте. Во-первых, да, ну, если полный выпуск захотите посмотреть, то подпишитесь на канал Борис Тізінга. Обов'язково, так. А до речі, да, що каже Небензя, я теж вчора аналізувала, Борис, в ефірі, на жаль, не з вами, а сама в те, що відбувалося на засіданні Радбезу ООН, де серійні вбивці головують, нагадаю, з 1 липня, що взагалі парадоксально, але вже не дивно, бо вони і в квітні минулого року, вже ведучи війну проти нас повномасштабну, теж головували там, та всі 11 років війни сидять в Радбезі ООН незаконно. Ну, все таке. Да, вони там лінію, він довго говорив, по кілька разів і пояснював, теж наводив приклади, що це ось так, що це не могла бути їхня ракета, що це, звісно ж, так відпрацьовувала українські системи ППО і всяку іншу різну єресь ніс. А в чому особливість ось цієї, за вашими спостереженнями, вибудованої лінії захисту росіян від свого чергового кривавого нападу? І от цікаво, а вони ж так взагалі, їхні пропагандисти, воєнкори цим пишаються, а чому ж путінська влада на себе не бере? Хіба це не здобуток СВО бити по онкохворих дітях? Да, там я вот просто хотел привести как раз цельную фразу Небензи, вот дословно. Он говорит, ну, во-первых, он линию защиты построил на том, что он читает украинские телеграм-каналы, украинские соцсети и говорит, смотрите, вот в украинских телеграм-каналах пишут, что это западная ракета. Какие украинские телеграм-каналы, там неизвестно, непонятно, но мы с вами прекрасно понимаем, как эта доказательная база строилась. Так вот, фразу привожу, просто вот она цельная. Небензя говорит следующее. Что касается удара российских ВКС, который, да, действительно был осуществлен по Киеву, так мы били по заводу «Артем», говорит Небензя, где там производятся ракеты или что-то еще, он там молол опять. Но и дальше он продолжает, вот здесь внимание, дальше он продолжает. А еще украинские пользователи заметили одну интересную особенность, что удар по больнице чудесным образом совпал с преддверием там саммита НАТО. Ты только что, лысая ты башка, глупая, сказал, что подтвердил, что это вы в 10:30 утра ударили по центру Киева, и тут же он говорит, удивительным образом это совпало с саммитом НАТО, который начинается через несколько часов. Ну, то есть вот если разобрать, ну, какая там логика? Я помню этого Небензю, который рассказывал, что мы в специальные боксы, есть это видео, специальные боксы сажаем комаров. Вот откуда пошли эти комары боевые, там, да. На беспилотники боксы, зараженные комары, и отправили, значит, славян уничтожать. Как комары разбирают, значит, потом, кто из Украины, кто из России, паспорт они там смотрят, что-то еще, я не знаю, ID, непонятно. Ну, то есть это вот этот вот персонаж. И самое страшное во всем этом, действительно страшное, что действительно с 1 июля Россия председательствует в Совбезе ООН, являясь одним из 5 постоянных членов с правом вето. То есть вот все, что Совет Безопасности решит, наказать Россию. Там, дополнительные Россия говорит, накладываем вето. Все. А зачем оно тогда, чтобы вот это вот дичь лилась с трибуны, зачем оно вообще тогда нужно? Ай, Борисе, розумієте, просто інколи разом із волоссям, видно, і рештки мозку теж уходять. І це саме про випадок Небензі. Що ж тут ні дать, ні взять, як то кажуть. Взагалі, а ООН, навіть не бачу більше сенсу наш час на це витрачати. Ми неодноразово в програмах обговорювали імпотентність і бездіяльність цієї організації. Розпустити, переформатувати, бо добре ще й на членські внески вони там себе почувають. Але ніколи нічого зробити дійсно не можуть, бо Росія блокує все те. Китай, який теж сидить в Радбезі ООН, може це
заблокувати. Тому ось так, переформатувати. Російські терористи кажуть, що вони, це ж треба, що невероятно, но факт, що вони не будуть брати участь в другому саміті миру щодо України і по українській формулі миру. Не будуть вони. Каже про це, значить, є такий Міша Галузін, заступник Лаврова, очільника МЗС Російської Федерації. Цитую Мішу: "Нам відомі наміри київського режиму та його західних кураторів реабілітуватися за провальний саміт світу", думає Галузін, якого там не було, в швейцарському Бюргенштоці в середині червня цього року і спробувати провести аналогічний захід. За його словами, в Росії чують колишню риторику в марному розрахунку на проштовхування абсолютно тупикової ультимативної формули Зеленського. Сказав, очевидно, дуже не тупиковий, а розумний Михайло Галузін. Це сарказм. Водночас, як повідомляє Bloomberg, як ви мені говорили, ми з вами міркували до виборів 5 листопада в США, орієнтовно десь жовтні, в Саудівській Аравії хоче провести Україна другий саміт миру до листопаду цього року за нашою формулою. Ну і напередодні від Медведєва ми почули від цього придворного прислушника Путіна, що Росія навіть після переговорів мету окупації України нікуди не полишить, бо Медведєву треба від когось захищатися. Від нас, напевно, і від бойових комарів. Не дивна ця позиція, звісно. Що тоді нам робити? Бо планували ми передавати план через посередників Російської Федерації, все-таки запрошували на другий саміт миру, але вони будуть, звісно, ігнорувати. Нам просто, як то кажуть, своє робити і проводити його, і не зважати на позицію Росії. Але як їх тоді залучати? Питання виникають. Вот, кстати, да, Медведев тоже интересная история. Пока там Небензи распинался про какие-то гуманистические ценности, что Россия никогда не бьет там по гражданским объектам, вылезла эта кукла Чаки российского разлива и заявила, что даже когда подписан будет договор, все равно нужно будет вернуться и Украину уничтожить. Ну, то есть вот все эти посылы мы не бьем, разбиваются о, как говорится, 0,5, которая в руке Медведева. Так вот, Медведев прямо сказал, что все равно нужно будет вернуться и добить, уничтожить Украину. Это вот очень характерно для того, чтобы понять, для чего и как Россия будет там подписывать что-то. Что касается захотят, не захотят быть на саммите, тут не та фигура говорила. То есть ждем повыше рангом, скажем так, ну, либо даже не Лаврова, я сейчас имею в виду. Я думаю, что сам Путин в ближайшее время выскажется, что там Россия готова, с учетом реалий, как всегда он говорит. Я свои, мол, хотелки обозначил, 4 области плюс Крым. Вопрос в другом, что если Россия не садится за стол переговоров, ну, говорит, не хотим приезжать, это сигнал даже для ее, условно говоря, торговых партнеров, таких как Индия, Китай, там, Саудовская Аравия, с которой они в ОПЕК там сидят, что в принципе Путин не хочет договариваться, и у него требования завышены, они неадекватны. Трамп же сказал, что это не реальные требования. Поэтому вопрос будет в том, что если до 5 ноября, до выборов, пройдет саммит, Россия туда не приедет, понятно, что мы там поговорим опять про все хорошее, но раз Россия не приедет, с кем разговаривать. И тогда будет принято решение, зависит от того, кто станет президентом. Станет Трамп, он поймет, что, в принципе, Путин вообще не хочет разговаривать. Тогда его за язык никто не тянул, включая свой план Трамп, который заключается в том, что если Путин не хочет разговаривать, нужно дать Украине много оружия, как он выражался. Столько, сколько прям вот нужно. Поэтому в этом нет ничего страшного. Але може бути і навпаки, що якщо він раптом домовиться з Путіним, то він скаже, нам сідати на стіл переговорів за трампівсько-путінськими умовами, або інакше він не дасть нам нічого. Понимаете, тут вот история про то, что фарш в обратную сторону не проворачивается. Путин 2 раза сказал, хочу полностью область, выводите войска. И как он... Ну, понятно, что этот Орбан с его челночной дипломатией, сейчас вот Bloomberg, кстати, тот же самый, написал, что все больше напоминает это, что Орбан стал неким посредником между Путиным и Трампом. Поехал там, собрал мнение, по всем покатался, и вот сейчас побежал к Трампу. С ним, сегодня, по-моему, да, встречается в его поместье.
Блумберг нам Вот. про це і повідомляє. А що ж він буде йому передавати, що Путін і Сі Цзіньпінь хочуть миру до, ну не миру, а мирних переговорів до кінця цього року, і як на це має реагувати Трамп? Бо очевидно, що ще й Орбан ще й комунікатор і медіатор від Китаю. Явно, що не від себе і не від Російської Федерації навіть теж. А от від Трампа і від Китаю Орбан для себе плюшок чекає за свої такі човникові переговорницькі місії, на які його, правда, ніхто крім нього не уповноважував. Да, но, судя по всему, с Трампом они нашли общий язык, и Трамп ему неоднократно нахваливал Орбана, что он национально ориентирован и так далее, что он большой молодец, торгует с этими, с теми. Но для Трампа он очень такая понятная кандидатура, у Орбана выгода во главе угла. Принципы, какие-то гуманистические ценности, людские жизни, людские судьбы, там, да наплевать. Выгодно российский газ, буду покупать. У убийцы, у маньяка, главное подешевле. Поэтому и Трампу это нравится, мне кажется. Трамп, но Си для Трампа большой раздражитель. То есть Трамп, мне кажется, настоящую торговую войну Китаю объявит, тем более сейчас везде это фиксируется, Китай помогает. Я думаю, Трамп сидит и думает, вам же уже все козыри дали, вы чего не бьете по Китаю, сидите там сопли жуете. Поэтому я думаю, что но Путин не сможет откатить даже на свои требования на линию разграничения. Как он это скажет? Выписывайте половину территорий из Конституции. Какие это территории? Ну, то есть это очень сложный момент. Непростий, м'яко кажучи, але будемо за всім цим стежити. Борисе, безмежно вдячна вам сьогодні. Завтра ми побачимося і разом із вами, і разом із Олександром Мусієнком. Тож, друзі, приходьте, будь ласка, і підписуйтеся на всі наші ютуби. Коли будете дивитися наше там, ютуб Бориса Тізенгаузена, завжди активно великими літерами Тізенгаузен в описі під нашими відео. Там ще більше аналітики, ще більше відповідей для вас. Тож не гайте часу. І на ютуб 24, будь ласка, теж підпишіться. Всі наші інтерв'ю, розмови і програми можете знайти там з Борисом також. Борисе, на все добре.